Особое место в датской культуре занимают так называемые народные школы. Они появились в Дании в конце XIX века, и это исключительно датская традиция. Народные средние школы отделены от формальной датской системы образования. Здесь нет экзаменов, нет фиксированной учебной программы и нет обязательных занятий. Сегодня в стране насчитывается 69 народных школ. Они имеют важное значение для функционирования демократии. Народные университеты очень распространены в Дании, но в других... Исключительно датские? Да, у нас. В других странах их нет. Именно таких нет. Их придумали в Дании. Основателем считается датский философ и священник Грунтвик, живший еще в XVIII веке. Таким образом, он основал в Дании целое направление демократии. Демократии... Специально для демократии? Для демократии, да. Он хотел, чтобы участие приняли все. Причем внимание он уделял тем, кто живет за городом. Фермерам, людям без образования, у которых зачастую не было возможности учиться и... Бедные люди? Да, точно. Он хотел создать им место, где те смогут получить хотя бы базовое образование. Базовое демократическое образование, чтобы иметь возможность голосовать и участвовать в жизни страны. Но помимо этого им нужны были и практические навыки, ведь, скорее всего, они так и остались бы дальше жить на фермах. Дело было в XVIII веке. Он придумал идею Народного университета. Это университет, в котором можно жить, не только учиться, но и жить на протяжении примерно года. Так человек получает разностороннее образование. Это и знания о демократии, и практические навыки, как работать руками и приборами, чтобы выжить на ферме. В такой университет мог поступить каждый человек. Грунтвигу было важно, чтобы они были открыты для всех, а не только для тех, у кого есть деньги. После этого, конечно, идея развилась намного сильнее, а народные университеты у нас так и остались. Их примерно 70. 70, да. Около 70 школ по всей стране? По всей Дании, конечно. Обычно Учеба бесплатная? не бесплатные, но с поддержкой государства. Люди платят небольшую часть, а остальное покрывает государство. Это потому, что государство хочет сохранить концепт народных университетов как культурный институт страны. Сейчас в Дании нет особой надобности в обучении людей демократии. Все уже все знают. В наше время принять участие в демократии могут все. Поэтому в народных университетах сместили уклон на развитие личности и человека. Ты поступаешь в университет, живешь там полгода или год и получаешь очень широкие знания о самых разнообразных сферах и навыках. Люди поют вместе, музицируют, узнают что-то о демократии, занимаются спортом, много всего. Это место, существующее отдельно от системы образования, без получения дипломов и сдачи экзаменов. Ты не выйдешь готовым к какой-то профессии, но получишь неплохое развитие личности. Я считаю, что в нашем обществе, которое очень сосредоточено на карьере, деньгах, целеустремленности и других подобных вещах, очень важно иметь возможность сказать: «Все, я беру небольшой перерыв, чтобы заняться чем-то для себя, своим развитием. Понять, вдруг у меня получится что-то в музыке, спорте или творчестве». Выпускаешься ты, зная намного больше, чем раньше. Примерно такую роль в обществе они сейчас играют. В этом университете люди могут развивать как свою личность, так и необходимые им навыки. Причем приезжают студенты со всего мира. Живут здесь, попутно изучая язык и культуру, участвуя в нашем... Могут ли учиться иностранные студенты? Да, датское правительство сейчас даже платит иностранным студентам за обучение. У нас есть студенты из Японии, из Беларуси никого нет. Я таких пока не встречал, но надеюсь, что будут. Мы открыты для всех и ждем всех. У нас есть студенты из Северной и Южной Америк, Африки, со всей Европы, да. Сколько человек учится в народных университетах? Сейчас примерно 5000. 5000 в год, верно.
На данный момент в Дании примерно 5000 студентов народных университетов. Это общее количество на все университеты. Так что да. И, возможно, 1000 или 2000 из них — это иностранные студенты, приехавшие из-за границы. Я считаю это хорошим вложением, ведь они возвращаются и выступают в роли амбассадоров Дании и демократии. Вы и сами понимаете, это достаточно большие затраты со стороны правительства Дании. И без такой поддержки ничего бы и не было. Все бы закрылось. Кстати, многие члены парламента обучались в народных университетах. А многие даже работали преподавателями какое-то определенное время. Так что это очень значимый аспект в датском обществе. Очень значимый. А если спросить тех, кто учился в народных университетах, то многие скажут, что прекрасно провели время, и это было совсем не зря. Ведь они нашли много друзей. Это очень хороший опыт. Курсы довольно интенсивные, и тебе приходится общаться с людьми, с которыми в какой-то другой обстановке ты бы никогда не заговорил. Так что, кого ни спроси, все датчане знают про такие университеты и, возможно, даже поделятся своим личным опытом. Да, теперь это очень важная тема для обсуждения среди наших студентов. Да и вообще, Дания — маленькая страна, окруженная морем. Конечно, на нас скажется подъем уровня воды. Так что на 5-м месте, наверное, образование. Да. Довольно ли хороша система образования в Дании, чтобы готовить людей к будущему? Да, конечно. Сначала мы обратились к городскому совету, а еще советуем обращаться в СМИ. Сейчас люди очень... Довольно значимая часть демократии, как у нас, это свобода СМИ. И возможность... Цензуры нет. Можно обратиться в местную или национальную газету и сказать: «Со мной поступили неправильно», а они уже напишут про это большую историю. Поэтому, в общем, мне кажется, что у нас много возможностей как-то доложить о проблеме, если вам есть на что пожаловаться. Население Дании верит правительству. У нас нет коррупции, потому что это очень очевидный процесс, и все прекрасно понимают, когда в стране сильная коррупция. Может, иногда им кажется, что люди слишком много жалуются, но это уже другая проблема. Датчане хорошо понимают важность каждого голоса. В Дании проживает очень образованное население, и все люди очень хорошо понимают значимость демократии. Как мы уже говорили, у молодых людей не такой большой интерес как к голосованию, так и к участию в общественных организациях и к какой-то политической работе. Они этим не интересуются. У населения Дании высокий уровень доверия. Мы верим друг другу и правительству. Это видно на примере ковида. Сказали, что нужно вакцинироваться, все вакцинировались, потому что верят. Поэтому, благодаря такому уровню доверия в обществе, а оно проявляется и в подсчете голосов, чувствуется стабильность, и никто даже не сомневается во власти. Поэтому, если что-то не так, то люди верят, что об этом скажут в СМИ. Так что, наверное, такое доверие друг к другу и к нашему правительству — это причина высокого уровня жизни в Дании. Почему все так счастливы, и почему мы уверены, что наши выборы в парламент проходят честно и справедливо. За всем следят, и мы верим в каждый этап проведения голосования. Можно ли точно утверждать, что ничего преступного не происходит? Конечно, нет. Но мы знаем, что кто-то точно сообщит об этих преступлениях. Вот правда, уровень доверия в нашей стране высок не во всех отношениях. Поэтому система так и работает. Это общество, в котором ты ожидаешь честного отношения со стороны властей. Что не будет никакой коррупции,
что коррупции нет. Это очень явный процесс. У всех есть чувство правосудия. Люди требуют к себе честного отношения, а также равенства для всех, вне зависимости от дохода, происхождения, религии и вашего прошлого. Таким образом, равенство, доверие и прозрачность. Вот 3 столпа, на которых стоит хорошее общество. Во время встречи я интересовался у своих собеседников проблемами, которые сегодня есть в Дании. Через осознание вопросов, которые их беспокоят, можно лучше понять страну. Главная тема это, конечно, ковид и здравоохранение. Ну а дальше это совершенно разные вопросы, начиная от глобального потепления, экологии, заканчивая вопросами улучшения работы транспорта или защиты животных. Вы можете рассказать, какие проблемы сейчас обсуждаются в датском обществе, например, в медиа, на телевидении? Назовите топ-5 основных тем, которые сейчас на повестке дня. Сложный вопрос. Конечно, коронавирус. Да, по-моему, он стоит на первом месте. Да, еще есть очень интересный момент. Это, например, проблема, которая была напрямую связана с нашим прошлым министром образования. Она очень сильно не хотела пускать в нашу страну иностранцев. И сейчас против нее завели дело, потому что считают, что она нарушила закон, приняв весьма незаконное решение. К нам в страну приезжали беженцы, и она приказала, чтобы каких-то людей, а зачастую это были молодые девушки в возрасте до 18 лет, отделяли от остальных людей. Это незаконно. Это идет против Конвенции о правах человека и правах семьи. Уже сегодня примут решение, наказывать ее за это или нет. Вы назвали 2 темы. Какая проблема на 3-м месте? Не знаю, что и сказать. Ничего в голову не приходит. Сейчас очень часто обсуждают тему энергии. Да, и климат. И, конечно, я думаю, что это одна из тем, которая вызовет в Дании много обсуждений. Не только сейчас, но и в следующие 10-20 лет. Для общества? Какие топ-5 основных проблем современного датского общества? Назовите 5 основных проблем, которые сейчас обсуждаются в Дании. Это вопрос для властей или оппозиции? У нас... Потому что взгляды у нас разные. Конечно, для нас основная проблема заключается в экономике. И в том, что у нас недостаточно рабочей силы. И по нашему мнению, правительство никак не восполняет эту нехватку рабочей силы. За последние 3 месяца компании понесли убытки в 3 миллиона датских крон. Чтобы узнать сумму в евро, поделите это число на 7. На 7,6. Все из-за нехватки рабочей силы. У нас слишком много людей в бюджетном секторе и мало в частном. Это проблема. Также нас беспокоит, что мы слишком медленно меняем процесс получения энергии, и поэтому можем не выполнить задачу по сокращению выбросов углекислого газа на 70%. По-моему, это должно быть проблемой для всех нас. В нашем парламенте есть такая традиция. У нас сильная парламентарная система, и это очень хорошо. Поэтому для решения вопросов у нас требуется взаимное согласие. Таким образом, для принятия решения необходимо собрать подписи 70 или 80% от партий.
Это позволяет нам продолжить работу. Ведь даже при смене власти система остается той же. Так что климат – один из основных моментов, который требует внимания. Также большой проблемой являются преступные группировки. Ведь в Копенгагене сейчас часто стреляют. Группировки у нас сейчас очень серьезные. И это большая проблема. Сейчас? Конечно, пандемия. Вполне очевидно, что это серьезная проблема во всем мире. Вы просите меня перечислить 5 главных проблем Дании. Речь идет про мое мнение или про мнение общества? Общество. Общество, хорошо. Мнение общества. Да-да, конечно. Во-первых, пандемия. По объективным на то причинам. А еще в отношении пандемии были приняты некоторые решения со стороны правительства. Пришлось убить всех норок. Это вызвало много обсуждений, правильное ли это решение. Правомерно ли его вообще приняли, это тоже большая тема в СМИ. Буквально вчера у нас в 3-й раз за 100 лет приговорили политика к 2 годам тюрьмы за превышение полномочий. Опять же, мы против коррупции, поэтому если при власти кто-то что-то нарушает, этот человек обязательно понесет за это ответственность. Это тоже привлекает много внимания. Есть проблемы и в секторе здравоохранения. Отчасти из-за пандемии, отчасти из-за множества других факторов. Вроде как проблема непосредственно в структуре. Мы не уверены, что система здравоохранения достаточно эффективна. Не уверены, что она способна одновременно позаботиться о людях во время пандемии и о своих обычных задачах, которые никуда не исчезли. Например, многие медсестры, не все, но многие медсестры недовольны, что им мало платят. Весь сектор здравоохранения — это проблема, которая волнует многих датчан. Вроде бы это все проблемы внутри нашей страны, которые обсуждаются чаще всего. Я тоже считаю их важными, но не самыми важными. Это мое личное мнение. И, конечно, напоследок стоит упомянуть и климат. Климат — это очень серьезная тема и является ей со времен прошлых выборов в парламент. Если обратиться к нашей Конституции, то все решения принимает королева. Она глава государства. Но как минимум с 1920-х годов королевская семья решила... Правда ли, что в Дании старейшая в мире монархия? В мире, да. Самая старая монархия. Точный год появления неизвестен, но, предположительно, возникла она еще во времена викингов. В датской конституции подробно расписано, что можно делать монарху, а что нельзя. Только вот королевская семья решила, что в политике они не участвуют. Поэтому всю политику они оставляют парламенту и правительству. Глава правительства — премьер-министр. Это главный представитель нашего правительства. В Дании есть традиция правительства меньшинства. То есть партия не может править единолично. Сейчас у нас правит одна партия, но они в меньшинстве. Таким образом, для принятия решений им нужна поддержка всех или хотя бы большинства членов парламента, то есть нескольких других партий. Роль оппозиции заключается в проверке правительства, чтобы те несли ответственность за свои решения. Это можно сделать несколькими способами. Члены парламента могут задавать вопросы министрам, включая премьер-министра. Вопросы задают письменно или на собраниях. Так они могут потребовать у какого-либо министра пообщаться с комитетом в парламенте после проведения заседания. И есть такое правило. Все министры буквально обязаны говорить только правду. Конечно, парламенту очень важно, чтобы министр отвечал на все их вопросы правдиво. Если парламент задает министру или премьер-министру вопрос,
то они должны ответить. Причем ответить в определенный срок. И обязательно ответить только правду. Парламент регулярно проверяет правдивость всех данных ему ответов. Буквально сейчас у нас разгорается политический скандал. Из-за коронавируса у нас произошла неприятная ситуация с фермой норок, когда все испугались, что норки являются носителями вируса и что они могут переносить его людям, из-за чего убили всех норок. Для данной ситуации, как и для всех политических решений, необходима правовая база. И выяснилось, что необходимой правовой базы для закрытия этого вида бизнеса не существует. Поэтому парламент требует объяснений от правительства и премьер-министра, чтобы понять, почему они решили, что этот бизнес незаконен. Если в этом не было злого умысла, и они были в этом уверены, то реакция одна. А если в закрытии этого бизнеса был злой умысел, и они понимали, что это решение противозаконно, то за это должна быть ответственность. Одно из возможных последствий — это суд для парламента и премьер-министра. Для таких ситуаций есть особый суд, и я какое-то время в нем даже участвовал. Но проводят его нечасто, потому что, к счастью, министры редко нарушают закон. Сейчас я работаю руководителем бизнес-ассоциации. Часто ко мне обращаются люди с какими-либо проблемами. Будь то, например, из-за коронавируса, когда им приходится прекратить какие-то действия, или просто потому, что у нас слишком много регулирующей базы, что не позволяет им работать, как предполагалось. Для этого есть несколько решений, которые могут помочь или нет. Например, мы можем обратиться в госорганизацию и просим налоговую службу или членов парламента решить этот вопрос. Помимо этого, большую роль играют свободные СМИ. Большую и очень важную роль. Причем иногда дело доходит и до крайностей. Дания прославилась тем, что опубликовала карикатуры на Мухаммеда несколько лет назад. Их запретили в числе некоторых стран, а посольство Дании в странах Среднего Востока разгромили. Но это наглядный показатель того, что в Дании есть свобода СМИ. И если вам что-то не нравится, то вы можете спокойно обратиться к изданию, рассказать им об этом, а они напишут статью и усилят давление для решения этой проблемы. Это помогает? Иногда. Иногда очень долго, а иногда и не помогает. Лично я считаю, что смысл демократии заключается не в решении всех проблем, а в том, что это наименее плохая форма правления. Если вы хотите понаблюдать за обсуждением, то парламент всегда открыт для всех желающих. Туда можно прийти. Конечно, у вас проверят сумку, как в аэропорту, но понаблюдать за работой парламента может каждый. Если вы хотите пойти в суд и понаблюдать за каким-то заседанием, то так тоже можно. За исключением редких случаев, когда, например, было сексуальное насилие по отношению к ребенку. Очевидно, что никто не захочет раскрывать личность ребенка. Такие заседания закрыты, но в основном все заседания открыты, чтобы каждый мог убедиться, что все справедливо и законно. Мы всегда обсуждаем вопросы миграции. Буквально всегда. Именно эта тема зачастую и становится решающей в выборах. Я не назвал эту проблему раньше, потому что она является важной уже лет 15. А сейчас мы достигли политического консенсуса относительно отношения к эмиграции. Потому что иммиграцию все же стоит держать под контролем. Важно контролировать и следить за тем, кто приезжает в нашу страну и кто остается. Мне кажется, что консенсус — это необходимо, но обсуждают этот вопрос всегда. А вместе с ним последствия иммиграции, последующей интеграции и проблемы касаемо интеграции. Это важно по нескольким причинам. Одна из них — смена климата. И что с ней делать? А также бизнес. Ведь в Дании могут производить ветряные мельницы для электроэнергии, и мы надеемся, что скоро будем поставлять их по всему миру. Я бы сказал, что есть множество способов проявлять гражданскую позицию без работы в партии.
Мы знаем, что огромное количество молодых людей заинтересованы в экологии. Они участвовали в демонстрациях, проявляли активность в интернете, потому что считают эту тему очень важной. Также есть множество всевозможных общественных организаций, которые тоже в своем роде политичны, даже если они не связаны с партиями и не нацелены на политику. Участие в демонстрациях для выражения собственного мнения — это нормальное право, поддерживаемое Конституцией. Как и выражение собственных идей в социальных сетях — это нормально. Да, если вы и другие люди хотите провести протест, то можно собрать людей, например, через мероприятия в Фейсбуке. Вообще закон не требует сообщать о митингах полиции заранее, но они будут благодарны, чтобы иметь возможность помочь и перекрыть движение транспорта. А если демонстраций несколько, они помогут избежать сильной толкучки и направить людей на другое место проведения той же демонстрации. А так в нашей Конституции прописано право на проведение демонстраций. В белорусской То есть- конституции тоже прописано право на проведение митингов. Да, но с полицией согласовывать абсолютно ничего не нужно. Полиция может разогнать людей, если протест перестанет быть мирным. Но если все хорошо, то никаких проблем. Если уж и говорить про Конституцию Беларуси, то в 2007-2008 году я жил в Беларуси. А когда вернулся в Данию, то тут проходила забастовка медсестер, совсем неподалеку отсюда. И внезапно для себя я оказался посреди протеста. После возвращения из Беларуси я немного запаниковал и подумал: «Боже, я посреди протеста, тут очень опасно». Я попытался понять, как оттуда уйти, искал глазами полицию. А потом понял, какая полиция? Это мирный протест. Зачем мне путь к отступлению? Я могу идти куда захочу. Но да, у нас соблюдается право людей на проведение митингов. А у полиции в этом случае всего одна роль — защита митинга. После работы и жизни там у меня сложилось два разных впечатления о Беларуси. Это впечатление о белорусах и впечатление о правительстве Беларуси и даже о ее режиме. И это небо и земля. Я узнал, что обычные белорусы очень вовлеченные в свое дело люди. Они открыты для общения и знакомств, очень гостеприимные, открывают сердца и двери для незнакомцев, включая меня, который приехал из-за границы впервые и ничего не понимал. В этом смысле впечатление сложилось очень положительное. С другой стороны, белорусский режим. Конечно, я иностранец, который учился в БГУ в Минске. И я сразу почувствовал, что за мной следят, потому что я из-за границы. Поначалу я не понимал, к чему такое внимание, ведь я совершенно никто и самый обычный студент. Но я чувствовал, как со временем это начинало на меня давить. Я начал оглядываться через плечо, переживать, что за мной ведут слежку, стал следить за словами и тем, с кем я общался. Все моменты, присущие пребыванию в диктатуре. А ведь диктатура стала только сильнее. Особенно после выборов в августе прошлого года. Поэтому я хотел бы посочувствовать всем белорусам, которым сейчас приходится жить в таких условиях. Я не встретил на улицах Копенгагена бомжей. Местные жители пояснили, что нужно сильно постараться, чтобы стать бездомным в Дании. Государство и различные общественные организации приложат максимум усилий, чтобы помочь человеку, который попал в сложные условия. Даже если вы безработный, государство окажет вам достаточно щедрую поддержку, чтобы вы не скатились в бедность. В Дании, как в любой стране, есть свои проблемы, но граждане знают, как их решать и ведут диалог на различных уровнях. Напишите в комментариях, может ли датская модель демократии стать примером для Беларуси.